Доброго всем! Культовое блюдо юга США. Традиционная красная фасоль с рисом по-каджунски. Немного о каджунах. Они, как и креолы, потомки французских переселенцев. До этого они долгое время жили изолированно на территории нынешней Канады и сформировали не только свой особый язык, но и свою особую кухню. На юге она отточилась и стала полностью самобытной и известной по всему миру. Фасоль, рецепт который мы покажем, повседневное блюдо франко-американцев, но невероятно сытное, насыщенное и очень-очень вкусное. Немного острое, немного подкопченное, корни его уходят в французскую провинцию Британии. Традиционно подается с рисом, мясная составляющая может быть ветчина или любые копчености. Почувствуйте дух Нового Орлеана. Для начала подготовим каджунскую смесь специй. Ее можно купить и готовую, но если такой возможности нет, несложно создать полностью аутентичную смесь самому. Я даю приблизительное соотношение, которое используется в ресторанах и кухнях Луизианы. Пропорции могут меняться, но не меняются основные составляющие. Наличие каждого из них обязательно. Соль, кайенский перец, черный перец, у нас черный и белый перец, тимьян и орегано, молотый и сушеный лук и чеснок и много паприки. Приготовление смеси очень простое. Смешать все эти составляющие. Пропорции, как я говорил, вы можете поменять. К примеру, доза кайенского перца рассчитана на среднеострый вкус. И еще кайенский перец можно поменять на молотый чили. Чили более красный, кайенский склоняется к оранжевому оттенку. Но при этом он более острый, чем обычный чили. Он жутко полезен, я не буду останавливаться на его полезностях, но с его помощью вы реально похудеете и оздоровитесь. Некоторые специи, такие как черный и белый перец, лучше использовать свежемолотые. А сушеные молотые лук и чеснок несложно приготовить самим, высушив в сушилке эти овощи и перемолов их в измельчителе. Паприки требуется больше всего. Красный цвет блюда на ней. Томаты сюда не добавляют. Смешали, перемешали и отставили в сторонку. Излишки смеси можно хранить для других рецептов. Особенно ее любят рецепты барбекю. Для начала поставим готовиться мясо. В идеале это копченые голяшки, хотя традиционно используются любые копчености – колбасы, мясо, ветчина. Мы же приготовим свою ветчину с помощью обычных голяшек, небольшого, но очень копченого уха, соли и воды. Мясо обязательно в этом блюде копченое, а в этой версии оно еще и даст супер насыщенный бульон. Так как голяшки не копченые, наша копченость должна быть даже немного перекопченной. Ей необходимо передать свои качества большому количеству мяса. В кипящую воду положим голяшки, их соединительная ткань даст бульон, достойный прекрасного холодца, а мясо будет нежнее зефира. Поэтично. И добавим копченые уши, обеспечивающие нам копченый вкус и насыщенный запах, а также немного соли. Варить будем 5 часов при слабом кипении с задачей, чтобы жидкости осталось около пол-литра. Желательно варить при полуоткрытой или открытой крышке. И переходим к другому продукту – фасоли, которая тоже будет вариться немало. Понадобится красная фасоль. Это блюдо готовится из сухой красной фасоли, можно крупной. Затем святая троица каджунской кухни, так ее называют. Это перец, лук и стебли сельдерея. Также чеснок. Каджуны все-таки французы по крови и в душе. Куриный бульон. Его мы приготовили, разведя фюме. Рецепт этого французского изобретения есть на нашем канале. Также каджунская смесь, символ этой кухни, и лавровый лист. И совсем немного соли. Подготовим овощи. Нарежем лук кубиками. Размер не особо важен. Тушиться все это будет довольно долго. Также такими же кубиками нарежем перец, удалив сердцевину и семена. Можно без фанатизма, вместе с луком и сельдереем это станет основой пастообразного соуса. Также кубиками нарежем сельдерей. Точнее его стебли, ароматные и сочные. Подготовим чеснок. Так как соус будет тушиться долго, способ подготовки чеснока не критичен. Можно и порезать, но быстрее выдавить через пресс. Чеснок даст свой характерный и аппетитный вкус и аромат. И начнем готовить фасоль. На дно толстостенной кастрюли добавим масло, нагреем его и добавим лук. Потушим буквально слегка, чтобы лук чуть дал сок. Буквально минуту. Добавим перец и сельдерей. Теперь потушим немного дольше, около 5 минут.
до мягкости овощей вместе с чесноком. Затем добавим соль и каджунскую смесь специй. Незабываемый запах. Специи дадут свой вкус и запах маслу, потушим немного. И добавим бульон. Фюме мы не солим, когда делаем, поэтому мы не боимся, что пересолим. Если бульон соленый, уменьшите дозу соли. Основа соуса нагрелась, добавляем фасоль. И затем лавровый лист. Вариться все это будет около 6 часов. Фасоль сухая, но при этом не беспокойтесь, она не разварится, останется целой, но при этом мягкой. Можно было, конечно, ее замочить, но чем дольше будет тушиться наш соус, тем насыщеннее и однородней станет. А за полчаса до конца тушения мы добавим подготовленное мясо и бульон, которые готовятся в другой кастрюле. По ходу тушения помешивать, при необходимости добавлять воду из кастрюли с варящимся мясом. Особенно часто мешать в последний час, когда небольшая часть фасоли разварится и соус станет густым. Огонь самый малый, под крышкой. Прошло 5 часов, пора сделать последний шаг, подготовить бульон и мясо. Мясо удалим из кастрюли, бульон процедим. У нас получилось чуть больше полулитра, можно сказать идеально. Теперь подготовим мясо. Отделим от него кости и шкуру, они не понадобятся. Зато какой подарок собакам, если они у вас, конечно, есть. А мясо и соединительную ткань порвем небольшими кусочками. Рвать мясо вилками и потом дальше использовать — одна из фишек американской кухни. За полчаса до окончания тушения фасоли добавляем бульон, перемешиваем и оставим тушиться еще с 15 минут. Пока готовилось мясо, вы не представляете, какой запах стоял от обеих кастрюль все эти часы. К ним просто паломничество домашнее организовали все это время. Затем добавляем мясо, перемешиваем и дадим потушиться еще минут 5-10. Мясо у нас получилось около 600 грамм из 2 килограмм голяшек изначально. Я очень старался его не съесть, пока отделял. Это было трудно, оно так пахнет, ну как-то удалось. Помешиваем. Все, соус готов. Пока мы готовили соус, сварили рис. Обычный, рассыпчатый. Детально об этом не будем, это элементарно. На тарелку кладем одну часть риса, сверху поливаем 2 частями соуса. Едят это блюдо ложкой. Я попытаюсь словами передать качество этого блюда. Это неимоверный аромат, не восточный, какая-то смесь латиноамериканско-французских запахов далеких стран. Он сильный, но не навязчивый, по-французски тонкий. Вкус слегка копченый, слегка острый, только слегка. Для меня, по крайней мере. Если вы не любите острое, уменьшите дозу кайенского перца вдвое. Перечный вкус останется, а острота уйдет. Но я бы так не поступал. Это все-таки каджунская кухня. Насыщенный бульон от голяшек создал насыщенный вкус соуса. Любители холодца будут плакать от счастья, я обещаю. Яркость пряностей дополняет консистенция фасолевого соуса, где больше половины фасоли целая, но мягкая, разваливающаяся от сжимания губ. И рис тут как отточенная столетиями добавка. Она не калорийная, соус и так калориен, создает ощущение легкости и сглаживает вкус перед следующей ложкой, в фасолевом соусе которой вас снова ждет взрыв вкуса. Спасибо, что смотрели наше видео, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!